Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, украинский Кабмин перед началом отопительного сезона опубликовал разрешение на самостоятельный и бесплатный сбор дров для жителей, находящихся вблизи зоны военных действий. Разрешение касается только сбора валежника. Некоторые чиновники даже советовали гражданам Украины искать на зиму дома с печным отоплением. Но наши друзья-прибалты решили данное направление поставить на поток. И дрова там не просто собирают в промышленных масштабах, а натурально отапливают целые города древесными щепой. Как сообщают СМИ, на Даугавлипской ТЭЦ в Латвии за отопительный сезон сожгли 74 тысячи тонн древесной щепы. Борис Леонидович, прибалты валежником топятся или это реально успешный и рациональный пример? Максим, давайте оставим в покое Северное Причерноморье с их причудами. Нам их не понять, логика там немножко отсутствует. Попытка государства уйти от выполнения своих обязанностей по энергообеспечению населения и бизнеса – это такая отдельная большая тема, но, на мой взгляд, она имеет отношение не столько к энергетике, сколько к психиатрии. Что касается того, что происходит не вообще в Прибалтике, я понимаю, что, глядя из России на эти три пятнышка на карте, кажется, что это одно большое пятно, но на самом деле их там три. Надо отдать должное. Директива АВИЭ 2009 года выпуска, тогда она была опубликована. Директива в Евросоюзе – это документ, который не обсуждает, его просто исполняют. Мы часто этой темы касались. Там действительно всевозможные льготы в адрес выработки электроэнергии на ВИЭ. И основное массовое строительство новых генерирующих мощностей – это ветроэлектростанции и солнечные электростанции. Но список на этом не заканчивается. Возобновляемыми ресурсами, возобновляемыми источниками Европа объявила малые гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт. Связано это с тем, что для них не требуется строительство крупных плотин, крупных водохранилищ. Мы ничего не затапливаем, там ничего не гниет, и, соответственно, никакие лишние газы в атмосферу не попадают. В геотермальная энергетика отнесена, и, в числе прочего, все, что связано с теми самыми дровами. Лес – это возобновляемый ресурс. Неоднократно мы эту тему поднимали в рамках проекта «Точка сборки». Что касается того, какую энергию можно производить за счет использования отходов древесного производства, их, собственно говоря, два варианта. Это три даже варианта. Это древесные брикеты, так называемые, используются для отопления частных домов, небольших помещений, так скажем, не крупных, не промышленных. У нас эта тема неожиданно пошла в республике Коми. Там достаточно много небольших поселков, деревень, где были котельные, которые обеспечивали весь поселок. Обеспечивалось в основном за счет угля, но поскольку добычу в Инте и в Воркуте, грубо говоря, свернули, тоже отдельная тема, там это стало проблемой. Уголь приходилось везти откуда-то издалека, и переход вот на древесные брикеты – это бывшие опилки, все, что связано с переработкой лесоматериалов, вот оно пошло в ход. Второй вариант – это пеллеты, гранулы. У нас в России используются для наполнения кошачьих туалетов, потому что наш союз производителей пеллет занимался исключительно экспортом. Дальше была протянутая рука. После того, как был введен запрет на ввоз любых древесных изделий из России, за все время существования этого пеллета озаботиться тем, чтобы появились котельные в России, обеспечить себе рынок сбыта ассоциация не удосужилась. Многочисленные попытки разговаривать с ними о том, что этим надо заниматься, к результатам никаким не привели. У нас есть ряд компаний, которые выпускают пеллетное оборудование, но с переменным успехом. В основном это небольшой бизнес. В качестве таких совсем простых примеров заправка на трассе. Как ее обеспечивать теплом в зимнее время, если линии электропередач рядышком нигде не проходят. Заниматься техническим присоединением при тех тарифах, при тех сроках, которые сейчас выставляют Россети, сложновато. Поставить пеллетную котельную, которая позволяет работать в режиме автомата, там нет истопника, там нужно просто соблюдать правила эксплуатации, да, выгодно.
И третий вариант – это древесная щепа. В щепу перерабатывается либо то, что упало, либо то, что выращивают специально. Латвия, в отличие от своих соседей с севера и с юга, она изначально была зеленой. Каскад гидроэлектростанции на реке Даугаве – это 34% генерации электрической энергии. Чем удобна древесная щепа? Здесь нет погодной зависимости. В принципе, это топливная энергетика, она и есть топливная энергетика. Если у вас есть запас этой щепы, вы не зависите от того, как дует ветер, куда светит солнце, в правый глаз, в левый глаз. Совершенно неважно. При этом оно проходит под все категории Евросоюза, о чем догадались в Министерстве энергетики. Но там министерство называется по-разному. Министерство экономики и энергетики, как угодно еще. Там догадались. Есть субсидии от Евросоюза, почему бы и нет. С учетом того, что Латвия после 1991 года потеряла треть своего населения, так получилось, появилось много территорий, которые не обрабатываются. Есть породы дерева, которые растут достаточно быстро. За пару лет ольха, ива и прочее, то, что мы считаем мусором, буквально выкашивается и поставляется на электростанции, которые были построены на субсидии от Евросоюза. Если есть такая возможность, почему бы не использовать? Это не только город Даугавпилс. Во времена Российской империи просто город Двинск. Даугава – это Даугава, это река. Это на самом деле латышское название Двины. Отсюда название Двинск. Даугавпилс в переводе «город на реке Даугава». Ничего не изменилось. Есть такие электростанции на щепе, тепловые электростанции, они вырабатывают тепловую и электрическую энергию, как любая топливная энергетика. В городе Резекне, это город на самом юге, на юго-востоке Латвии, там приблизительно по 30 километров до границы с Белоруссией, до границы с Россией. Есть такая электростанция в столице республики, и они пользуются этим совершенно уверенно. Что было совсем занимательно, в 2021-2022 году, когда был разгар энергетического кризиса, Латвия вынуждена была вводить запрет на вывоз древесной щепы. Скандинавские соседи готовы были платить более высокие цены с тем, чтобы это увозить. Понятно, что стоимость щепы растет, но не настолько стремительно, насколько росла цена на природный газ и прочее. Сколько они еще смогут этим пользоваться? Посмотрим. Почему бы и нет, в конце концов. В любом случае, это более надежно, чем солнце и ветер. Можно ли пользоваться такими вариантами в России? Да, такие проекты были, но Россия чуть больше, чем Латвия, если кто-то не заметил. И проблема в стоимости транспортных расходов. Одно дело в Латвии, где все расстояния невелики, мягко будет сказано. Расчеты показывают, что экономически оправданно электростанции строить там, где подвоз составит не более 50-60 километров. Все, что дальше в экономику проекта рушится. Такие проекты в свое время предлагали для Псковской и Новгородской областей. Проблема все та же. Плотность населения невысока. Сельскохозяйственные земли, которые можно засеять ивой, вербой, какими-нибудь тополями, я не знаю, что там еще используется, были, но в отличие от истории, допустим, с пеллетными котлами, здесь стоимость выше. То есть это не самые дешевые проекты, и мне кажется, что Латвия вряд ли пошла на такой вариант, если бы не было субсидий от Европейского Союза. Поскольку у нас подобного оборудования просто не производится, понятно, что придумать мельницу, которая будет размалывать в щепу все, что угодно, это не самое сложное, но вот котлы, систему очистки и прочее, здесь сложнее. Латвия на этом только выигрывает, потому что сжигание древесной щепы не дает возможности появиться проблемы отходов. Древесный пепел – это просто удобрение. Не надо его никуда прятать, не нужны никакие отвалы. Рассыпайте на ближайший огород, собирайте картошку вместе с луком. Так что для Латвии это достаточно неплохой, на мой взгляд, выход, в отличие от еще одной попытки, которая в силу присущей этой славной республике коррупции превратилась в нечто достаточно занимательное. Малые гидроэлектростанции строили специальные люди,
я так, по-моему, корректно выразился. Вот работает человек в правительстве, заседает в качестве депутата, у него депутатский срок закончился, и он внезапно оказался владельцем нескольких малых гидроэлектростанций. У них тариф значительно выше, чем у крупной гидроэлектростанции на Даугаве, и жители Латвии в платежках видят так называемую зеленую надбавку. То есть за построенная и работающая малая гидроэлектростанция идет отдельная оплата. Вот с этим не получилось. А с тем, что построено и использует древесную щепу, получилось, и, по-моему, вполне достойно. Я достаточно давно не обращал на это внимания. Я не знаю, какого уровня тарифы сейчас у такого вида генерации, но мне кажется, что не выше, чем на природном газе, который опять в Европе немножечко вырос в цене из-за очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Рынок волатилен, поскольку долгосрочных контрактов нет, все зависит от настроения брокеров. Вот такие спецэффекты, ну, дрова растут и растут. Это действительно возобновляемый ресурс. Борис Леонидович, а соседи Латвии чем могут похвастаться? Литва может похвастаться тем, что она умеет покупать электроэнергию у Швеции и у Польши. У нее очень это удачно получается. Игналинскую атомную электростанцию намерены разобрать полностью, то есть даже музей не оставят. Так было бы чем похвастаться. В Эстонии, я так понимаю, со временем проблема будет только острее, потому что до недавнего времени порядка 80% генерации электроэнергии обеспечивали Нарвский ГРЭС, работающий на местных горючих сланцах. Сланцевая энергетика началась отнюдь не в Соединенных Штатах, началась она в Прибалтике. Сланец, ну, если так очень грубо, это нечто среднее между торфом и углем, обеспечивает тепло, выработку тепла очень неплохую на самом деле. Объем запасов такого ресурса достаточно велик. Прибалтийский сланцевый бассейн, не потому что он находится в Прибалтике, просто вот геологи его так назвали. На самом деле этот бассейн охватывает север Чудского озера по берегам, так скажем. Не случайно в Ленинградской области возник город Сланцево, он до сих пор такое название имеет. Это название не связано с тем, что там выпускали резиновые тапочки, там добывали сланцевую руду. И в советские времена сложилось так, что добывали ее в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике и отвозили в Эстонскую Советскую Социалистическую Республику на ГРЭС. С учетом тех очень романтичных отношений между Эстонией и Россией на день сегодняшний, получается, что в сланцах перестали добывать сланец. Эстония четко высчитала, на какое время этого ресурса хватит. И вот здесь Евросоюз был отнюдь не так добр, как по отношению к Латвии с ее древесной щепой. Действительно, эти ГРЭС строились в 60-е годы прошлого века. Тогда было не до экологии. Требования, слишком велики выбросы, и в 2019 году из 8 блоков 2 были закрыты, самые старые, и была программа Еврокомиссии о закрытии всех остальных. Вот как Эстония будет выкручиваться из этой ситуации, мне сказать сложно. Они успели построить в 2011 году новую электростанцию там же, в Приноровье, это впритык к границе с Россией. Новые технологии, значительно меньше выбросы, значительно меньше отходов, но все остальное нужно либо модернизировать, на это нужны деньги, либо продолжать строить новые, но на это тоже нужны деньги, которых у самой Эстонии нет, а поскольку главная задача Европейского Союза сейчас снабжение Северного Причерноморья, все остальное, как сказала небезызвестная Анна Ленина Бербак, ее не интересует. Мне кажется, там будет достаточно проблематично. Вот такая ситуация. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Дорогие друзья, в условиях креатива нашей Государственной Думы в отношении Ютуба подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Все ссылки будут в описании в данном ролике и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание.